Этот зверек, напоминающий небольшого медвежонка или крупного хомяка, на самом деле является очень дальним родственником коал. Это самые крупные млекопитающие, которые роют норы и живут под землей. В случае опасности эти животные могут полностью зарыться в землю за считанные секунды. Всем привет! Рада, что заглянули ко мне на канал, присаживайтесь поудобней, и сегодня я вам расскажу о невероятных вомбатах. Это очаровательное создание, которое можно встретить в Австралии наряду с кенгуру и коалой. Хорошенький, пушистый зверек преимущественно живет в местах с густой растительностью, роет норы и питается травой. К людям вомбаты не особенно стремятся, но случаются и забавные ситуации, когда они приходят к человеку и остаются с ними навсегда. Окаменелости свидетельствуют о том, что в прошлом существовало 9 различных видов вомбатов, включая одного, который имел массу около 200 кг. В настоящее время ближайшим живым родственником этого вида является коала. У современных вомбатов длина тела около 100 см, короткий хвост и острые когти для рытья. Их вес составляет 35 кг. Они имеют короткую, грубую шерсть черного, коричневого или серого цвета. Самцы и самки имеют схожий внешний вид. Однако у самок есть открывающийся назад мешочек, в котором они носят своих детенышей. Вомбаты живут под землей, в лесных и покрытых кустарниками районах. Они предпочитают участки с мягкой землей, чтобы рыть обширные норы. Вомбаты – ночные скрытые животные, и это затрудняет их изучение. Сумчатые проводят большую часть своего времени в сложной системе нор, которые могут быть до 30 метров длиной и до 2 метров в глубину. Обычно у норы несколько входов и боковых ветвей. Входы часто отмечены навозом и мочой. Известно, что животные используют фекалии для обозначения своей территории, потому что у них плохое зрение, но хорошее обоняние. Вомбаты травоядны и питаются главным образом травами, осокой и камышом. Также едят клубни и сочные корни, иногда жуют кору. Пища, которую они едят, богата клетчаткой, долго переваривается и удерживается в их пищеварительной системе до 70 часов. Обмен веществ у вомбатов очень медленный, но эффективный. Чтобы переварить еду, им необходимо до 14 дней. Вомбаты – самые экономные потребители воды из всех млекопитающих, после верблюда. Им достаточно всего 22 мл воды на килограмм массы тела в сутки. Пасутся вомбаты ночью, в одиночку и в поисках пропитания могут проходить до 3 километров. Животные обычно двигаются медленно, но способны на короткий период времени развивать скорость 40 км в час. Вомбаты – единственные животные в мире, которые производят какашки кубической формы. Как и почему они это делают? В мире существует лишь 2 способа создания кубиков. Либо люди лепят их из мягких материалов, либо вырезают из твердых. Однако кубические формы в природе являются настоящей редкостью. Долгое время ученые были озадачены загадкой вомбата. Почему же эти симпатичные создания оставляют на своем пути квадратные подарки? Предполагалось, что вомбаты используют такие формы для метки своей территории, ведь кубики не могут покатиться далеко. Были выдвинуты даже гипотезы о наличии у них квадратного ануса или формировании кубиков прямо в их желудке. Но ни одна из этих теорий так и не подтвердилась. Однако все изменилось после изучения кишечников 2 несчастных вомбатов, погибших в результате ДТП. Ученые пришли к захватывающему выводу, что кубическая форма какашек скорее всего связана с сухой средой, в которой обитают эти загадочные животные. Вомбатам приходится извлекать каждую каплю влаги из своей пищи, и именно это обуславливает формирование кубиков. К тому же, ученые обнаружили, что жидкие фекалии превращаются в твердые кубики по мере приближения к концу толстой кишки. Вомбаты создают эти уникальные кубики, используя мягкие ткани стенок своих кишечников. Исследователи выявили 2 ярко выраженные борозды, которые очевидно помогают формировать кубическую форму. Но остаются еще множество вопросов. Вомбатов классифицируют как одиночных животных, но несколько особей могут занимать одну и ту же систему нор. Обычно эти сумчатые не очень общительны и ведут себя агрессивно по отношению к другим особям.
При встрече могут рычать или шипеть. У взрослого вомбата почти нет естественных врагов. Одним из немногих является ввезенный человеком динго. Кроме того, опасность может представлять тасманский дьявол. Он игнорирует совет не поворачиваться к врагу спиной. Вход в нору вомбат защищает, заблокировав ее собственной пятой точкой, выставленной наружу. Задняя часть тела вомбата чрезвычайно тверда, так как под кожей у них находится твердая пластина, которую называют кожный щит. Он многослойный, покрыт кожей и мехом и состоит из костей, хрящей и жира. Задние лапы зверя настолько сильны, что он способен вытолкнуть из норы не только горы земли, но и незваного гостя. Если же противник силен, вомбат прибегает к хитростям. Заманивает его вглубь норы и, прижав своим тяжелым телом, в буквальном смысле размазывает его по стенам, ломая кости, или же, подобно барану, бодает ширококосной головой. Вомбаты размножаются на протяжении всего года везде, кроме засушливых регионов, где их размножение скорее сезонное. Как и у всех сумчатых, единственный детеныш вомбата появляется на свет недоношенным. Однако хорошо развитые передние конечности малыша помогают ему перебраться в сумку матери, где он находится в течение 8 месяцев. Так как отверстие в сумку расположено на спине, малыш надежно защищен от попадания почвы во время рытья нор матерью. Стоит отметить, что самки вомбата очень ответственные и заботливые мамы. Даже когда малыш немного подрос и может самостоятельно выбраться из сумки, он постоянно находится в поле зрения матери. Как правило, с матерью маленький вомбат живет до 1 года. Дорогие друзья, наше захватывающее путешествие в мир вомбата подошло к концу. Вы смогли заглянуть в уникальный мир этого забавного создания и узнать много интересного о его феноменальных кубиках. Надеюсь, вам удалось получить удовольствие от нашего погружения в исследование природы и загадок, связанных с вомбатами. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще много интересных видео, и жмякайте лайк этому выпуску. Берегите природу и до новых встреч!